Всем привет! Сейчас я расскажу вам, как сделать такие часы. Для этого вам понадобится круглая основа из фанеры. Я использую толщину 0,5 и диаметр 38. Ее можно купить в магазине для хендмейда или заказать у столера. Копирка, собственно декоративная штукатурка, влажные салфетки, белая акриловая краска по дереву. Я использую Текурилу или Duration. Акриловый лак, колер акриловая краска, тюбики из-под контуров, ватные палочки, одноразовые соусницы, карандаши, кисточки, циркуль, одноразовая ложка, ножницы, рулетка, мастихин, часовой механизм, распечатанный циферблат, стрелочки, метр, сверло на 9 и шуруповерт или дрель. В первую очередь закрашиваем белой акриловой краской по дереву лицевую часть основы на 2 раза. Сохнет краска примерно 60 минут. Но время высыхания сильно зависит от влажности воздуха. У нас в Сибири сухой климат, и краска высыхает за 30 минут, а, например, в тропиках может сохнуть до 3 часов. Замеряем метром длину окружности. Я делю длину на 12, потому что у моих узоров обычно 12 сегментов, и отмечаю их на окружности. Тут может быть любое число в зависимости от вашего эскиза. Дальше находим центр. Я делаю это с помощью маленькой рулетки, просто соединяю противоположные отметки. Фиксирую радиус циферблата циркулем и переношу его на основу. Линейкой соединяю отметки по краям и центр, но не захожу на зону циферблата. Мне нужно нарисовать лепестки цветка. Для этого я циркулем отмечаю одинаковые расстояния от центра и любым круглым подручным предметом рисую границу будущего лепестка. Глядя на фотографию интерьера, для которого делаю часы, я с помощью колеров и краски по дереву в одноразовой баночке смешиваю нужный цвет. Цвет при высыхании может измениться, поэтому я немного пробую на листочке и смотрю, что получается. Этим цветом я делаю заливку.
Когда краска высохнет для рисования узоров на темной заливке, снова нужно разметить границы сегментов. Белым карандашом рисую основу узора. Одинаковые элементы не обязательно каждый раз рисовать от руки. Сначала рисую на основе. Потом переношу на бумагу. Обычный А4 лист достаточно хорошо просвечивает, чтобы перевести узор. С помощью копирки тиражирую. Добавляю пару завитков. Теперь можно приступить к самому интересному. В одноразовых баночках колерую штукатурку. Это можно сделать как колером, так и акриловой краской. Я использую краски Декола. Важно, чтобы баночки были с крышками, иначе штукатурка высохнет. Пробник показал, что цвет получился слишком темным. Добавляю еще штукатурки. С помощью мастихина рисую лепестки. Пока лепестки сохнут, готовлю следующий цвет. Дальше беру такую баночку от контура. Краску из нее можно вылить или использовать. Налаживаю туда штукатурку. Я использую две техники выдавливания. Короткие равномерные надавливания для вот таких точек. Для таких завитушек сначала давим равномерно, но в конце, переставая давить, получается тонкий хвостик. Когда тюбик полный, можно выдавливать штукатурку одной рукой. Потом приходится подключать вторую руку. Одной давить, а второй рисовать. Поэтому плохо видно сам процесс. Двумя руками я загораживаю рисование от камеры.
Рисуем узор. Штукатурка сохнет примерно час, поэтому получается достаточно быстро рисовать. В среднем часа 4 у меня уходит на заполнение часов узором. Когда узор готов и штукатурка высохла, беру распечатку циферблата и через копирку перевожу его. Тонкой кисточкой рисую цифры.
После закрашиваю боковинку белым. Просверливаю сверлом 0,9 отверстие под часовой механизм и покрываю лаком. Делаю я это на улице, потому что он сильно пахнет. Лак сохнет минут 15. После высыхания вставляем часовой механизм и стрелочки. Часы готовы. Может показаться на первый взгляд сложным, но немного практики, и у вас все обязательно получится. Творческих успехов вам! Пока!